По-настоящему компактный смартфон, который весит всего 118 граммов, он имеет приятный и стильный дизайн, отличную начинку, систему на базе Android 12 версии, встроенный ИК-порт для управления бытовой техникой, IPS-экран на 5 дюймов, и это очень маленький экран. Сканер отпечатков пальцев, 2 режима работы, студенческий и стандартный, умное приложение CineGuard для удаленного доступа к устройству с другого смартфона, и это только малая часть того, что из себя представляет Xiaomi Cine 3 Ultra. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. К слову, Cine 3 Pro у меня уже был на канале, и посмотрите, если кому-то интересно. Полетели. Распаковка. Поставляется данный смарт в коробке с краткими характеристиками и названием модели. Пакинг скромный. В комплекте нет блока питания, за что минус. С другой стороны есть кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Силиконовый чехол тоже в наличии, наклеенная пленка на экране. Я бы, конечно, ее сразу снял, так как она имеет очень плохое олеофобное покрытие. Но кабель питания есть, как и инструкция с ключом для извлечения слота под одну нано-сим-карту. Весит смартфон 118 граммов, а его габариты составляют 127 на 62 на 8,7 мм. Летим дальше. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого еще Honor Magic 5 Ultimate. Смартфон разыгрывается, условия в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Последнее время, кстати, много всего полезного в распродажах появляется, поэтому подписываемся. Cine можно приобрести в черной, розовой и золотой расцветке. Смартфон достаточно компактный, и если сравнивать его с прошлыми моделями третьей линейки, 3 Ultra, как по мне, лидер по габаритам, весу и эргономике. Но при этом стандартно мы имеем громадный подбородок и огромные рамки. При этом, в отличие от 3 Pro, здесь убрали челку и сделали небольшой вырез под фронталку в верхнем углу экрана. Рамка выполнена из пластмассы, а тыльная часть из стекла. Качество материалов неплохое, как и сборка. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C, микрофоны и динамики. Звучание моно, что, как по мне, фейл. Могли бы в старшую версию установить стереодинамики. Качество ниже среднего, но громкости достаточно. Вибромотор топорный, но он есть. Предустановок звучания нет, как и нет возможности настроить вибрацию. Также на корпусе можно заметить ИК-порт, и по большому счету все. Далее оснащен смартфон IPS-экраном на 5,2 дюйма с разрешением 1520 на 720 пикселей. Плотность пикселей 297 ppi. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, но пользоваться в солнечный день в целом можно, если в этом есть необходимость, хотя и без особой радости. Автояркость отрабатывает быстро и корректно, частота обновления экрана стандартный 60 Гц, мультитач на борту, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Главное, чтобы у вас пальцы там поместились. Тест на частоту дискретизации касаний выдал ожидаемо плохой результат. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает не особо быстро, но промахи проскакивают редко. Завести можно до 5 пальцев, при этом можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца. Те, кто думают, что это не про безопасность, радуются, что так проще смартфон разблокируется. Но спойлер, нет. Функция для пробуждения экрана двойным тапом на борту. Летим дальше. Процессор Cine 3 Ultra установлен MediaTek Helio G99. Это уже не совсем плохо, учитывая размер устройства, хотя сам процессор, конечно, ставится в дешевые смартфоны. Техпроцесс 6 нанометров, 8 ядер, максимальная частота 2,2 ГГц. Графический процессор здесь ARM Mali G57MC2, интерфейс на базе Android 12 версии, у меня на руках смартфон с Google сервисами, также есть и без них. Система работает неплохо, за время тестирования она сильно не подвисала, интерфейс доступен, кстати, на русском языке. Проблем с операционной системой, как у 3 Pro, без Google сервисов в данной модели я не обнаружил. Оперативная память здесь уже на 8 гигабайт, внутренняя память типа UFS 2.2 на 256 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 4G сетей и ниже. Для 4G на борту 7 бенд, а вот 20 нет. Запись разговора без уведомления собеседника о начале записи на борту, что круто. Связь смартфон ловит хорошо, но вот датчик приближения отрабатывает некорректно. Bluetooth версии 5.2 не самые последние, но и не самые плохой. NFC модуля здесь нет, что нехорошо. GPS-навигация на борту, точность показывает 1-2 метра. Емкость аккумулятора 2500 мАч. Результат теста на автономность PC-марки вы наблюдаете на экране. Заряжается он от 0 до сотки в среднем за 1 час 30 минут. У меня смартфон в обыкновенном сценарии использования в целом живет день, не больше. При просмотре видео с подключенным Wi-Fi на 100% яркости за час
час уходит в среднем 11% заряда. Сколько уходит в играх процентов вы видите. Тяжелые игры ему в целом даются, при этом яркость он не сбрасывал, нагрев достигает 40 градусов, но все же микрофризы и лаги встречаются. Да, и на таком небольшом экране, разумеется, не особо комфортно играть, если не в карты. 3 Ультра должен помочь снизить время, проведенное со смартфоном. Ко всему есть два режима использования, это стандартные и студенческие. Как и в 3 Pro, в 3 Ультра есть приложение Queen Guard для удаленной работы с другого смартфона. Можно просматривать местоположение смарта, блокировать его, устанавливать время для использования того или иного приложения для правильного распределения времени, но в России это приложение не работает, его можно завести, но только с танцами с бубном. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами: 140 гипсов минимально, 202 гипса максимально, в среднем 168 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 721, в мультикоре 1781, в Antutu выдал результат в отличные 414 тысяч попугаев для этого процессора. Storage тест показал хорошие 42 тысячи. 30-минутный стресс-тест прошел не лучшим образом. В 3D Mark в Slingshot показал 3573, в Slingshot Extreme 2623, Wildlife Stress Test 1245, Wildlife 1242, Wildlife Extreme Stress Test 345, Wildlife Extreme 347. Это основной тыльный сенсор на 8 мегапикселей, след вспышкой, фронтальный сенсор на 5 мегапикселей. Максимальное разрешение для видеосъемки с тыльного сенсора 2К, у фронтального сенсора Full HD 1080p. Электронная стабилизация на борту, но она не особо спасает ситуацию, прямо скажем. Качество фото и видеосъемки такое же, как и в 3 Pro. Короткие примеры вы сейчас увидите. Фронталка в магазине. Притом максимальное разрешение 1920 на 1080, что довольно адекватно для такого аппарата. Еще немного основной камеры в магазине. Если просто стоять и вам необходимо что-то подснять, то камеры будет вполне достаточно. Притом, по мне, даже неплохая детализация при нормальном освещении. И ночная съемка, разумеется, на супер маленький девайс. Несу в одной руке. Назад в 90-е, да ладно, в 90-х не было еще смартфонов с камерами, во всяком случае, в конце 90-х. Появились они, но она, наверное, на уровне начала 2000-х. Вот так примерно вы сможете снимать. И сюда тоже немного достопримечательностей. Сахасадача, наверное, так. Тайский Техас. Ферма овец. Соревновашку попугаев, кто первый накидает все. Вот так, почти. Минусы: нет 20-го бенда для 4G, слот под одну нано-сим, звук моно, громадный подбородок у экрана, нет NFC, мало яркости экрана, камера оставляет желать лучшего, нет мини-джека, относительно большая цена для такого смартфона с таким железом. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал «Скидок взаимопомощи» и мой личный телеграм-канал. Всем за просмотр огромное спасибо, кто еще и колокольчик с лайком поставит, двойное спасибо. Резюмирую. Xiaomi Qin 3 Ultra, как по мне, лучшая модель из третьей линейки. Она имеет лучшие габариты, эргономику, маленький вырез под фронтальный сенсор, Google сервисы, достаточно производительный процессор и не только. В общем, есть где покопаться. Девайсу от меня однозначное да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.